Друзья, всем привет! Закончился октябрь, начинается ноябрь. А это значит, что пора отчитаться о том, что мы делаем. И сегодня я вам опять буду рассказывать про фонд внимания, фонд сохранения исторического наследия. И я знаю, да, такие ролики, они, к сожалению, не очень хорошо заходят, потому что тут нет какого-то хайпа, тут нету какого-то шок-контента. Здесь просто мы отчитываемся о том, что мы делаем, как мы восстанавливаем старые дома, как мы сохраняем историю. Но я прошу вас все равно этот ролик посмотреть, помочь его распространить, потому что в отличие от каких-то хайповых и таких вот провокационных тем, это действительно важно. То, что вы сейчас увидите, это реальные изменения, это реальная помощь, и это очень круто, потому что мы с вами можем сохранять наши города, делать их чуточку лучше. Поэтому я прошу внимательно посмотреть этот ролик, распространить его и поддержать наш фонд. Итак, с момента прошлого отчета мы завершили два проекта. Это проект в Кимрах и в Иркутске. Поэтому сегодня я, собственно, расскажу о том, что мы сделали, и расскажу о том, как идут дела на других объектах и о наших планах. Так что усаживайтесь поудобнее и смотрите отчет. Итак, на объекте в Кимрах нам помогали волонтеры Том Сойер Феста. Они полностью перекрасили здание, отреставрировали чердачный балкончик, воссоздали шпиль и нанесли рисунок на шатер башенки. Посмотрите, какая красота. Оригинальную деревянную дверь они очистили от старой краски и покрыли тиковым маслом, чтобы подчеркнуть фактуру дерева. Еще они установили на дверь дубовые ручки, которые удалось найти на свалке. Судя по всему, раньше они просто украшали какой-то другой дореволюционный дом. И когда все работы были окончены, волонтеры вернули на дом отреставрированную страховую табличку и номерной знак с подсветочкой. По-моему, выглядит все очень красиво, я доволен этим объектом, посмотрите, какая красота. В следующем году ребята хотят сделать тут крыльцо с ограждением и двумя лавочками. Но эти работы они выполнят самостоятельно, уже без помощи нашего фонда. Дом в Иркутске. Я вот недавно был в Иркутске, видел этот дом, тоже получилось хорошо. Мы собрали деньги на покрасочные материалы и средства индивидуальной защиты для волонтеров, которые приводили в порядок здание. Оно богато украшено резными наличниками, карнизами и пилястрами, и все это сохранилось в довольно неплохом состоянии. Проблема только в том, что дом находится на углу двух улиц, и поэтому он довольно быстро покрывается слоем пыли и грязи. Здесь нужно ответить на вопрос, который часто мне задают. А зачем, вот если есть какой-то старый деревянный дом, зачем этот дом, красить, да, ведь нужна там какая-то хорошая реставрация, там у него может быть дырявая крыша, он может быть там весь покосился, от того, что вы его покрасите, ничего не изменится. Да, давайте сравним дом с человеком, потому что дом это живое существо, сравним там с человеком. И вы идете, видите, человек ранен, человек истекает кровью, человек может умереть, если вы не окажете ему первую помощь. Понятно, что в идеале должен прилететь медицинский вертолет, забрать этого человека в больницу, провести сложнейшую операцию, но не всегда есть такая возможность. Поэтому вы оказываете ему первую помощь, а дальше всеми возможными средствами уже доставляете его там в больницу и оказываете уже профессиональную медицинскую помощь. То же самое и с домом. В Иркутске вот есть замечательный проект, «Фасадник» называется. Они просто берут и красят фасады. Да, они не ремонтируют крыши, фундаменты, и дом может по-прежнему оставаться в не очень хорошем состоянии, но тем самым они спасают эти дома от сноса. Они привлекают к ним внимание, они дают возможность отсрочить его гибель, чтобы пришли уже профессиональные реставраторы, чтобы собрали много денег и дом уже хорошо и правильно отреставрировали. Потому что там на ремонт, на покраску фасада нужно там 50-100 тысяч рублей. А на полную реставрацию может нужно там 3 или 5 миллионов рублей. Вы понимаете, какая вот разница вот этих вот денег, и, например, наш фонд просто сегодня не может себе позволить такие масштабные тяжелые работы. Поэтому сегодня мы делаем то, что мы можем делать. И вот в данном случае в Иркутске мы финансировали ребят вот из замечательного движения «Фасадник», оно мне очень нравится. Они, собственно, что сделали? Они отмыли фасад, они его ошкурили и покрасили заново все элементы декора. И вот посмотрите, как теперь выглядит этот дом. Что интересно, до акции часть окон дома была завешена ужасной незаконной рекламой. И организации акции сняли ее и в данный момент добиваются, чтобы больше там этой рекламы не появлялось. Мне сказали, что до моего появления она там была, а когда я приехал в этот дом смотреть, рекламу сняли. Я надеюсь, она там не появится. Друзья, любите свой город, любите дома, которые вот немножко стали лучше, чище. Это же украшение города, не надо не бежать там никакую рекламу. Это мы
мы закончили с объектами, которые у нас были сделаны. Теперь давайте поговорим про объекты, на которых продолжаются работы. Их у нас много. Ну, сразу же, конечно, давайте в Бузулук. Там у нас волонтеры Том Сойер Феста закончили восстановление главного фасада купеческого дома. Сейчас завершают работы на боковом фасаде, именно красят окно и декор веранды. После этого волонтеры займутся установкой отливов на окна. Поселок Кузнечная, Ленинградская область, и там у нас продолжается восстановление финского дома работников железной дороги. На втором этаже лицевого фасада установили окно. Это окно, кстати, воссоздали по архивным чертежам, которые финны передали. И сейчас рабочие прибивают оставшиеся нащельники второго этажа. Этот объект скоро будет завершен. Тюмень. С Тюменью, как вы знаете, у меня не все гладко складывается. Меня ненавидят многие жители Тюмени за критику. Но у нас есть объект в Тюмени. И я рад жителям Тюмени сообщить, что завершены основные работы на доме с резными воротами. Осталось здесь совсем чуть-чуть. Нужно только вернуть на место отреставрированные деревянные окна. И дом будет уже полностью готов. Поэтому я уже в следующем отчете покажу, что там получилось в итоге. Дом с резными воротами был построен в 50-х годах прошлого века мастерами старой школы. Дом богато украшен деревянной резьбой, металлическим декором. И здесь тоже нам помогают волонтеры Том Сойер Феста. Они очистили фасад от старой краски, они загрунтовали, покрасили его. Кроме того, мы воссоздали утраченные элементы резьбы и заказали у кузнецов новый дымник. Так что, Тюмени, привет! У вас, ребята, восстанавливается дом. Я рад за Тюмень. Также мы продолжаем работы по восстановлению дома купцов Поваляевых в Ельце. Сейчас здесь устанавливают на фасад утраченные элементы резьбы и продолжают покраску дома. Перенесемся в Екатеринбург, дом Топоркова. Мы собрали деньги на новую кровлю, и скоро специалисты начнут укладку новой кровли. Даже если наступят холода, это им не помешает. Ну и параллельно, пока вот мы собирали деньги и вот готовили кровлю, волонтеры Том Сойер Феста успели покрасить все до холодов. В течение нескольких месяцев они работали до наступления темноты по 5 дней в неделю, и они привели в порядок уличный фасад, заборы, ворота, восстановили утраченную резьбу, почистили, покрасили рамы изнутри и снаружи, покрасили дом в яркий красный цвет. Со стороны двора все 3 стены их отшлифовали, покрыли лазурью. Это полупрозрачный такой защитный состав. Также мы еще покрасили рамы и резной карниз, расположенный под самой крышей. В общем, этот дом тоже скоро будет завершен и будет красиво. Доходный дом Алаева в Вологде. Здесь мы собрали деньги на ремонт 2 крылец. И реставраторы уже укрепили фундамент. Сейчас ремонтируют ветхие ступени, приводят в порядок резьбу. У дома, кстати, очень красивые деревянные двери, украшенные виноградными гроздями. Такие похожие двери, это вот, свойственно для Вологды. И похожие двери, если вы помните, наш фонд восстанавливал год назад на другом доме в этом же городе. Волонтеры Том Сойер Феста очистили их от нескольких слоев старой краски, но покрасить заново не успели, так как погода уже не позволяет. Также из-за дождей мы не успели привести в порядок левый фасад дома. Все это мы оставляем на следующий сезон, так что в следующем сезоне по этому дому работы будут продолжены. В Санкт-Петербурге подходит к концу реставрация парадных дверей дома Станового. Мы уже провели монтаж входной группы второй парадной. При реставрации удалось сохранить и верхнюю фрамугу с резными шишками, и боковые створки. Утраченная же в советские годы дверь была воссоздана в соответствии с общим стилем входной группы. Сейчас здесь осталось только установить доводчик и домофон, а также провести необходимые после монтажа доработки. Еще у нас продолжается работа по реставрации дома Рябинина в Челябинске. Здесь очистили и покрасили защитным составом стены дома со стороны двора, покрасили наличники, перебрали остекление террасы. Для террасы, кстати, будут вырезаны новые стекла вместо тех, что были вырезаны неаккуратно и оставляли зазор между стеклом и рамой. Со стороны улицы декор более сложный, и дом тут сильнее пострадал из-за агрессивной среды. Поэтому мы решили привлечь к его восстановлению профессиональных реставраторов. Именно для этих работ мы собирали деньги на реставрацию парадной двери, на восстановление наличников, резного карниза и украшений на воротах. Также мы оплатили лакокрасочные материалы для волонтеров, которые приводят дом в порядок. Наличники на главном фасаде мы решили не снимать. Они стали очень хрупкими и просто во время демонтажа, последующего монтажа могли развалиться. Поэтому реставратор отшлифовал, загрунтовал их прямо на доме. А вот красивую оригинальную дверь все-таки увезли в мастерскую, чтобы ее привести в порядок. Декор на воротах, кстати, уже восстановили. Еще нужно отреставрировать резные украшения башенок и карниза. Утраченные фрагменты
фрагменты резьбы будут делать заново, так же, как и недостающие декоративные шпили. И еще хотел рассказать о двух объектах, там работы уже идут. Но сбор денег еще не закончен. Значит, первый — это дом Бак. Это знаменитый дом Бак, я про него много рассказывал. Там, кстати, друзья, пока мы работаем, там произошел совершенно удивительный случай. Под старыми обоями мы обнаружили секретный люк. Его нашли при расчистке стен в архиве военного министра, который жил в квартире этажом выше. В общем, оказалось, что люк ведет в пространство над потолком первой парадной, о котором вообще никто никогда не знал до этого момента. И внутри был клад. Правда, не ценный. Там в основном были исторические бумаги, газеты, какие-то старые бутылки, в общем, много всего еще. Ценного ничего нету, но вещи все равно интересны. Интересны, потому что им 100 лет. И из этих предметов будет составлена историческая экспозиция дома. Экспозиция будет размещена в помещении, где нашли люк. Ну и рад вам сообщить, что мы запустили первый проект в Москве. Да еще какой проект? Это самый старый жилой дом в Москве, а именно дом Ярошенко на Хитровке. Если вы вдруг не знаете, Хитровка — это одно из самых удивительных и интересных мест нашего города, которое чуть чудом как-то сохранилось. Основой для этого дома стали каменные палаты середины 17 века, которые в 19 веке перестроили уже в более современном стиле. Остатки старинного кирпичного декора и изразцы тогда просто заштукатурили. И о том вообще, что они сохранились, никто не подозревал вплоть до 2004 года. Узнали об этом совершенно случайно, когда просто во дворе обвалилась штукатурка, и только тогда жители дома обнаружили необычную кирпичную кладку. Сейчас создали свой фонд. Фонд называется «Хитровка», и они теперь собирают пожертвования на реставрацию здания. Мы не смогли пройти мимо и подключились тоже к проекту, так что если вам хочется помочь, вы можете внести свой вклад на сайте фонда «Внимание» и помочь сохранить и вернуть москвичам самый старый сегодня жилой дом столицы. Это очень интересный проект. Ну и в заключение хочу вкратце рассказать о проектах, где по-прежнему идет сбор денег. Ну, во-первых, это дореволюционный деревянный дом в Астрахани. Пока там приводят в порядок фасад и участок, который там есть, а мы собираем деньги на полное восстановление прогнившей крыши. Это как раз вот тот самый случай, когда нужно делать крышу и одной покраской фасада не ограничиться, поэтому здесь мы собираем деньги, чтобы в этом прекрасном доме восстановить крышу. Во-вторых, это храм Святой Аллы в Пензенской области, где мы хотим провести реставрационные работы и отлить новые колокола. В-третьих, Белая башня в Екатеринбурге, много вам про эту башню рассказывал. Мы собираем нужную сумму для полного обследования здания, и нужно сделать проект реставрации. Чтобы дальше начать приводить в порядок, нужно заказать проект реставрации, это очень дорого, мы собираем на это деньги. В-четвертых, это наш новый проект, дом на Вифанской улице в Сергиевом Посаде. Мы собираем деньги на восстановление цоколя, отмостки, красивого штакетного забора и калитки. Будет красота. Уверен, это будет очень красивый проект. Ну и завершить хочу хорошей новостью из Питера. Там нашли еще несколько исторических парадных дверей. В городе есть проект, он называется «Двери с помоек». Совсем недавно к нему обратились неравнодушные люди, которые еще в начале 2000-х годов спасли несколько выброшенных на свалку деревянных дверей, и сейчас они хотят помочь их вернуть на законное место. Чтобы это сделать, нужно получить согласие жильцов, исследовать состояние порталов и согласовать проекты замены. Наш фонд решил подключиться к этой работе, так что мы надеемся, что скоро в Петербурге появятся еще 3 красивые деревянные двери. А вы знаете, друзья, как я люблю красивые двери, как я не люблю вот эти вот металлические заглушки, которые вставили во многие дома, поэтому я прямо за Питер бесконечно переживаю, надеюсь, все получится, и я скоро порадую вас уже красивыми фотографиями готовых работ. На этом все, друзья. В очередной раз огромное вам спасибо, что поддерживаете нас. Я безумно рад, что так много людей неравнодушных к исторической архитектуре, к нашей истории. Если вы хотите присоединиться к нашему прекрасному сообществу, в описании будут ссылочки. Там сайт фонда, вы можете оставить пожертвования, прочитать там новости, поближе познакомиться со всеми нашими проектами, посмотреть наши отчеты. В общем, вся необходимая информация есть на сайте фонда. Ну и, естественно, ничего нельзя делать без вашей помощи. Поэтому, друзья, оформляйте пожертвования. Можно разовые на конкретный проект, а можно регулярно. Вот регулярные пожертвования — это всегда намного круче, потому что они позволяют нам планировать на будущее
как мы будем работать. При этом вот многие люди думают, что там 100 рублей они не делают погоды, да, что пожертвование должно быть обязательно какое-то большое. На самом деле нет, даже 100, 200, 500 рублей в месяц, вот регулярно, которые вы оформите, это делает погоду, потому что, ну, вы можете просто посчитать, если 10 тысяч человек из тех, кто этот ролик посмотрит, оформят ежемесячное пожертвование в 100 рублей, то у нас будет 1 миллион ежемесячных пожертвований, и мы можем каждый месяц финансировать 2, 3, 4 вот объекта, о которых я вам рассказывал. Это очень круто, поэтому помогайте, а я буду вас дальше радовать отчетами, показывать, что мы делаем. И в заключении, уже совсем в заключении, немножко наших планов. Сейчас зима будет, уже работы будут вестись не такие активные, но мы не собираемся отдыхать. Потому что за зиму я хочу создать классную юридическую службу, которая будет помогать ставить на охрану памятники архитектуры и истории по всей России, особенно в регионах проблема актуальна. И я обещаю, что у нас будут самые зубастые юристы, что мы будем сражаться с мэриями, с чиновниками, со всеми теми, кто пытается сносить русскую историю, культуру, уничтожать это все, мы будем сражаться с варварами. Поэтому за зиму мы подготовим армию и уже к весне дадим бой всем злодеям, которые уничтожают Россию. Также мы займемся приведением, перерождением большого проекта PastView. Я его делаю уже более 10 лет. Это мой проект. Самый большой в мире архив исторических снимков. Я про него вам рассказывал. Кто не знает, загляните. Мы поменяем дизайн, расширим функционал. Этот проект войдет в фонд внимания, и мы его перезапустим. И он станет еще удобнее, еще полезнее для тех, кто любит свой город, любит его историю. На этом все. Друзья, спасибо, что посмотрели. Обязательно распространите этот ролик, напишите комменты, поставьте лайк. В общем, помогите, чтобы этот ролик вышел в тренды, чтобы как можно больше людей его увидело. Всем пока, увидимся завтра в новом видео.